Всем привет! Сегодня приготовим 7 рецептов из кабачков на любой вкус. Первым приготовим эффектный и вкусный кабачковый торт. Кабачки трем на крупной терке. Я использую молоденькие кабачки, поэтому тру со шкуркой. Если брать более зрелые, то шкурку желательно срезать и убрать семена. Всего понадобится 1,5 килограмма кабачков. Натертые кабачки солим примерно 2 чайными ложками соли. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут, чтобы кабачки пустили сок. Готовим соус. Берем 150 грамм сливочного или творожного сыра. К нему добавляем 3-4 столовых ложки майонеза. Сюда же через пресс выдавливаем 3-4 зубчика чеснока. Кладем 1-2 чайных ложки горчицы с зернами. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Большой пучок укропа измельчаем ножом. Половину нарезанного укропа добавляем в соус. Вторая половина пойдет в кабачковые блины. Опять все перемешиваем. Соус готов. Кабачки уже пустили сок. Отжимаем их руками и перекладываем в отдельную миску. Разбиваем 4 яйца. Немного солим. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Сюда же насыпаем муку и перемешиваем. Мне понадобилось примерно 130 грамм муки, но вы смотрите по консистенции теста. Оно должно быть относительно густым. Сюда же в тесто добавляем вторую часть нарезанного укропа и перемешиваем. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем кабачковое тесто и равномерно его распределяем по сковороде. Жарим блины на огне ниже среднего сначала с одной стороны до образования золотистой корочки, а потом переворачиваем на другую сторону. Блины не должны быть слишком тонкими, иначе в процессе переворачивания они могут порваться. Но и толстыми не стоит их делать, так как они не будут такими вкусными. Из этого количества теста у меня получилось 6 блинов на сковороде диаметром 24 сантиметра. Помидоры разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Для блюда понадобится 500 грамм помидоров. «100 грамм сыра трем на крупной терке. Складываем кабачковый торт. На дно плоского блюда выкладываем первый блин. Желательно, чтобы блины уже остыли и не были горячими. Смазываем его приготовленным соусом. Выкладываем пластинки помидоров. Помидоры слегка посыпаем тертым сыром. Сверху накрываем вторым блином. Таким методом складываем весь торт, чередуя кабачковый блин, соус, помидоры и тертый сыр. Кладем последний блин. Его тоже сверху смазываем соусом. Посыпаем тертым сыром. Теперь сделаем украшение для торта. С помидора аккуратно срезаем часть шкурки, немного захватывая мякоть. С одного небольшого помидора получится 2 цветка мака. Выставляем украшение из помидора сверху на торт. В серединку кладем половинку черной оливки. Таким методом я сделала 7 таких импровизированных цветочков мака. Все остальное пространство между цветами заполняем петрушкой. Блюдо готово, можно подавать на стол.
Кабачковый торт получился очень вкусным и красивым. Его можно и даже нужно приготовить заранее. Он прекрасно постоит ночь в холодильнике и станет только вкуснее. Такая закуска прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничном столе будет не лишней. Второй приготовим лепешку с овощами, очень вкусную и ароматную. Готовить ее лучше всего летом и осенью в сезон овощей. Такая лепешка прекрасно может заменить пиццу. Сначала замесим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Немного их взбиваем. Сюда же наливаем 300 мл теплого молока и 300 мл воды. Насыпаем 1 чайную ложку соли и 2 чайных ложки сахара. Крошим 25 грамм прессованных дрожжей. Прессованные дрожжи можно заменить сухими, их понадобится 9 грамм. Все перемешиваем до растворения всех ингредиентов. Сюда же в миску насыпаем примерно 400 грамм муки. Сначала высыпаем половину и перемешиваем. Когда все перемешалось, добавляем вторую половину муки. Перемешиваем тесто до однородности, чтобы не было комочков. Миску с тестом накрываем крышкой и оставляем подходить при комнатной температуре примерно на 30 минут. Пока готовится тесто, подготовим овощи. 1 кабачок среднего размера разрезаем вдоль на 2 части. Затем каждую половинку кабачка разрезаем еще раз вдоль пополам и нарезаем четвертинками. Всего понадобится 450 грамм кабачка или цукини. Нарезанный кабачок солим примерно 1 чайной ложкой соли и перемешиваем. Оставляем, чтобы он пустил сок. 1 красный сладкий перец разрезаем пополам и нарезаем небольшими кусочками. Так как у меня перец большой, я нарезала только половину перца. Пучок зеленого лука мелко нарезаем ножом. Понадобится примерно 100 грамм лука. Зеленый лук можно заменить 1 большой головкой репчатого лука. Пучок петрушки тоже измельчаем ножом. 1 картофелину трем на крупной терке. Тесто уже поднялось. В него добавляем 120 грамм творога. Насыпаем тертую картошку, измельченный лук, подготовленный перец и петрушку. Все перемешиваем. Кабачки уже пустили сок. Отжимаем их руками от жидкости и кладем в миску с тестом. Все перемешиваем. Тесто готово. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем тесто с овощами и равномерно его распределяем по сковороде. На одну лепешку понадобится примерно 2 половника теста. Готовим лепешки на огне чуть меньше среднего. Когда одна сторона приготовилась, переворачиваем лепешку на другую сторону и жарим до готовности. Готовую лепешку снимаем с огня. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 6 лепешек на сковороде диаметром 26 см. Готовим соус. 1 маленький огурец трем на мелкой терке. Небольшой пучок укропа измельчаем ножом. Берем 100 мл сметаны или несладкого густого йогурта. Добавляем измельченный укроп, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки и немного солим. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока через пресс
и кладем тертый огурец. Все перемешиваем, соус готов. Жареные лепешки с овощами подаем вместе с приготовленным соусом. Лепешки с овощами получились очень вкусными и сытными. Особенный вкус им придают овощи. Готовятся такие лепешки несложно, и они прекрасно подходят для обеда или ужина. Третий приготовим запеканку из кабачков. Блюдо простое, быстрое и без грамма мяса, а вкус лучше, чем у мясных блюд. Кабачки трем на крупной терке. Понадобится 1 кг кабачков. Я использую молодые кабачки с мягкой шкуркой. Если брать зрелые кабачки, то шкурку лучше срезать и удалить серединку с семенами. К кабачкам добавляем примерно 1,5 чайных ложки соли. Перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы они пустили сок. 2 морковки среднего размера трем на крупной терке. Понадобится примерно 200 грамм моркови. 1-2 луковицы нарезаем кубиками. – 150 грамм сыра трем на крупной терке. Кабачки уже пустили сок. Отжимаем их и перекладываем в отдельную миску. К подготовленным кабачкам добавляем тертую морковь, лук и сыр. Все перемешиваем. В отдельную миску разбиваем 5 яиц. Насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки, перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Сюда же наливаем 100 грамм растопленного сливочного масла. Его можно заменить растительным маслом. Перемешиваем. В эту массу насыпаем 150 грамм муки и добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем до однородности. Приготовленную массу выливаем к овощам. Опять все хорошо перемешиваем. Форму для выпечки смазываем маслом. Размер моей формы 32 на 22 см. Выкладываем тесто в форму и равномерно его распределяем. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем примерно 40-45 минут. Запеканка из кабачков готова. Вынимаем ее из духовки и даем остыть. Запеканка из кабачков получилась невероятно вкусной и простой в приготовлении. Всегда удачная, сытная и ароматная. Она станет отличным дополнением к любому столу. Подавайте ее со сметаной или в качестве гарнира к мясу. В любом случае будет вкусно. Четвертым приготовим сочный и ароматный салат с кабачками. Он не только украсит любой стол, но и приятно удивит сочетанием вкусов. Готовится просто, а результат выше всяких ожиданий. Берем 2 молодых кабачка и нарезаем их кружочками. Общий вес кабачков 600-700 грамм. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем кабачки. Обжариваем их до румяности с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону и тоже обжариваем.
Готовые кружочки кабачков снимаем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. 2 помидора нарезаем полукружочками. Вес помидоров примерно 300 грамм. С перца вырезаем серединку с семенами. Разрезаем перец пополам и нарезаем полукольцами. Для салата понадобится 1 большой перец или 2 маленьких общим весом около 200 грамм. Примерно 120 грамм сыра трем на мелкой терке. Нарезаем пучок укропа. Берем 150 грамм майонеза и добавляем в него 1 зубчик чеснока через пресс. Все перемешиваем. На большое плоское блюдо выкладываем большую половину обжаренного кабачка. Равномерно его распределяем по блюду. Кабачки немного солим. Наносим подготовленный майонез с чесноком. Для удобства я его переложила в кондитерский мешок. Посыпаем укропом. Сверху выкладываем слой из помидоров. Посыпаем половиной тертого сыра. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем слой из сладкого перца. Немного солим. Наносим сеточкой майонез. И повторяем все слои. Выкладываем обжаренные кружочки кабачков. Немного их солим. Делаем сеточку из майонеза и посыпаем укропом. Выкладываем оставшиеся пластинки помидоров. Посыпаем тертым сыром. Наносим майонез. И выкладываем оставшийся сладкий перец. Сверху перец немного посыпаем тертым сыром для красоты. Также сверху посыпаем измельченным укропом. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с кабачками получился яркий, сочный и очень вкусный. Он одновременно легкий и сытный. Кабачки придают ему мягкость, помидоры сочность, а перец и чеснок добавляют пикантности. Обязательно попробуйте приготовить, он точно станет хитом на вашем столе. Пятым приготовим необычный и очень вкусный суп-пюре. Приготовление максимально простое и быстрое. Сначала подготовим овощи. Лук нарезаем кубиками. Понадобится 1 большая или 2 средних луковицы. Морковь трем на терке. Понадобится 2 морковки среднего размера. Нарезаем 1-2 зубчика чеснока. Кабачок нарезаем кубиками. Вес кабачка примерно 700 грамм. Также можно использовать цукини. Картошку тоже нарезаем кубиками. Для супа понадобится 400 грамм уже очищенной картошки. Берем кастрюлю емкостью 2,5 литра и ставим на огонь. На дно наливаем растительное масло. Кастрюлю желательно использовать с толстым дном. И кладем кусочек сливочного масла для аромата и вкуса. В нагретое масло засыпаем нарезанный лук. Пассируем 3-5 минут на среднем огне. Периодически перемешиваем, чтобы лук не пригорел.
Готовим до легкой золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще примерно минуту. Сюда же добавляем нарезанный чеснок. Опять перемешиваем и готовим еще 2 минуты. К овощам добавляем подготовленный кабачок. И кладем картошку. Все заливаем водой. Воду не доливаем примерно на 1 см до поверхности овощей в кастрюле. Перемешиваем. Солим по вкусу. Опять немного перемешиваем. Кастрюлю накрываем крышкой и варим овощи 15 минут после закипания воды. Все овощи должны полностью свариться. Все сварилось. Измельчаем приготовленные овощи погруженным блендером в однородную массу. На время пюрирования огонь нужно выключить. Сюда же в кастрюлю наливаем 200 мл сливок. Я использую 15% сливки. Насыпаем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Суп доводим до кипения, немного перемешивая, чтобы не перегорел. Кипятим еще около минуты и снимаем с огня. Пучок зелени измельчаем ножом. Суп раскладываем по тарелкам. Сверху украшаем измельченной зеленью. Суп-пюре получается очень нежным, с приятным сливочным вкусом и ароматом. Его можно подавать как горячим, так и холодным. Следующим приготовим очень вкусное блюдо из кабачков. Готовится оно максимально просто и всегда выручит, когда нужно приготовить что-то быстро, сытно и из доступных продуктов. 1 кабачок трем на крупной терке. У меня кабачок весом 400 грамм. Сюда же в миску трем 150 грамм сыра. Можно использовать любой сыр. Измельчаем ножом пучок зелени. Я взяла петрушку и укроп. Также можно использовать зеленый лук. Нарезанную зелень добавляем в миску к кабачку и сыру. Разбиваем 2 яйца. Сюда же наливаем 200 мл кефира. Кефир можно использовать любой жирности. Солим примерно половину чайной ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 1/3 часть чайной ложки соды. Все перемешиваем. В конце добавляем муку в 2-3 подхода и опять перемешиваем. Мне понадобилось примерно 150 грамм муки. Количество муки зависит от сочности кабачка. Муку всю сразу не добавляйте, смотрите на консистенцию теста. На сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем тесто с помощью ложки. Равномерно его распределяем по всей поверхности. Слой теста не делайте сильно большим, так как потом блин не будет удобно переворачивать. Сковороду накрываем крышкой. Готовим блин на небольшом огне примерно 5 минут. Затем снимаем крышку и переворачиваем блин на другую сторону. Со второй стороны готовим без крышки еще 2-3 минуты. Готовый блин снимаем с огня. Таким методом готовим все блины из кабачков и сыра. У меня из этого количества теста получилось 4 блина на сковороде диаметром 26 см. Блюдо из кабачков получилось сытным и очень вкусным. Готовится просто и недолго. Такие блины можно подавать со сметаной. Обязательно приготовьте такие блины в сезон кабачков. Это очень вкусно.
И последним приготовим аппетитный кабачковый рулет. Это отличное блюдо для летнего меню. Он легкий, вкусный и красивый. Кабачки трем на крупной терке. Понадобится 800-900 грамм кабачков. Это 2 кабачка среднего размера. Все солим примерно 1 чайной ложкой соли. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут, чтобы кабачки пустили сок. В отдельную миску разбиваем 4 яйца. Добавляем 3 столовых ложки сметаны. Все перемешиваем. Кабачки уже пустили сок. Руками отжимаем жидкость с кабачков и кладем их в миску ко взбитым яйцам. Сюда же добавляем 5 столовых ложек с небольшой горкой муки. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Приготовленную массу выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Равномерно ее распределяем. Размер моего противня 35 на 45 сантиметров. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Корж готов. Перекладываем его на решетку и оставляем остывать на 10 минут. Плавленый сыр трем на мелкой терке. Всего понадобится 240 грамм сыра. Я взяла 4 плавленых сырка по 70 грамм. К сыру добавляем 1-2 зубчика чеснока через пресс. Добавляем 3-4 столовых ложки сметаны или майонеза. Все перемешиваем. Два помидора среднего размера разрезаем пополам. Половинки помидоров нарезаем пластинками. Один сладкий перец разрезаем пополам и вырезаем семена. Перец нарезаем полукольцами. Мелко режем пучок зелени. Я взяла укроп и петрушку. Кабачковый корж остыл. Выкладываем на него приготовленную сырную массу. Равномерно ее распределяем. Все посыпаем измельченной зеленью. Сверху полосками выкладываем помидоры. Я выложила 3 полоски из помидоров. Между полосок из помидоров выкладываем нарезанный перец. Все сворачиваем в рулет. Нужно стараться свернуть рулет как можно плотнее. Рулет удобно сворачивать с помощью пергаментной бумаги, тогда он не рвется. Рулет заматываем в пергаментную бумагу и ставим в холодильник настояться на 1-2 часа. Готовый рулет нарезаем порционными кусками. Кабачковый рулет с овощами и сыром получился очень вкусным и легким. В нем прекрасно сочетаются все ингредиенты. Готовится рулет несложно и прекрасно подходит к любому столу.